Всем привет! Когда-то здесь кипела жизнь. Люди смеялись, строили дома, мечтали. А теперь лишь ветер, пыль и тишина. Это не кадры из фильма ужасов. Это реальные города, где все оборвалось. Добро пожаловать в самые жуткие города-призраки планеты. Среди диких гор Аляски, в окружении ледников и безмолвной тайги, скрывается забытый город-призрак Кинекот. В начале 20 века здесь кипела жизнь. Все ради меди, самого ценного ресурса того времени. Люди бросали все, чтобы добыть богатство с глубин этой суровой земли. С 1911 по 1938 год Кинекот дал миру медь на миллионы долларов. Но когда руду выбрали до дна, город умер. Рабочие уехали, дома опустели. С тех пор ни души, только ветер, гуляющий между развалин. И эхо тех, кто когда-то мечтал о богатстве. Кинекот – напоминание о том, как быстро исчезает то, что казалось вечным. На склонах турецких гор, недалеко от оживленного курорта Фетхей, раскинулся мертвый город Каякей. Когда-то это было греческое поселение Левиси. До 1920-х годов тут жили тысячи людей. Работали, молились, растили детей. Но после греко-турецкой войны начался принудительный обмен населением. Все греки ушли, новые жители не прижились. И вот уже почти 100 лет Каякей стоит безмолвным памятником потерянной жизни. Здесь нет ни света, ни звуков, только ветер и камни. Город-призрак, где время остановилось навсегда. Посреди раскаленной пустыни Намиб стоит сюрреалистический город-призрак Калманскоп. В начале 20 века здесь нашли алмазы. Место стало легендой. Немцы построили город с больницей, школой, казино и даже ледогенератором прямо в пустыне. Алмазы собирали буквально с поверхности, деньги текли рекой, но счастье было недолгим. Когда запасы истощились, люди уехали. Пустыня вернулась. Медленно, но уверенно она поглотила все. Сегодня Калманскоп – музей забвения, где время истекло вместе с алмазами. Заброшенный остров в Японском море, холодные бетонные коробки, ни единой души. Это Хошима, или как его еще называют, остров Крейсер. В середине 20 века здесь кипела жизнь. Под островом угольные шахты, принадлежавшие корпорации Mitsubishi. Более 5000 человек на крошечном клочке суши. Это было одно из самых плотно населенных мест в мире. Но в 1974 году уголь закончился, и все в один миг остановилось. С тех пор Хошима, как замерзшее воспоминание, молчаливый памятник индустриальной жадности и забвения. Хошима – остров-призрак посреди современного мира. Франция, 1944 год. В этот день в деревне Арадур-Сюрглан жизнь остановилась навсегда. В разгар Второй мировой сюда вошел отряд СС. За считанные часы были убиты 643 мирных жителя. Почти все население. Женщины и дети сожжены заживо в церкви. Причина до сих пор не ясна. Ошибка или хладнокровная демонстрация силы. После войны Шарль де Голль приказал не восстанавливать деревню. Арадур остался как есть, вечной раной, чтобы помнили. Арадур-Сюрглан – деревня, где мертвая тишина говорит громче, чем слова. Однажды это был роскошный курорт, любимое место Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор. Сегодня мертвый город, замороженный во времени. Это Вароша, Кипр. До 1974 года Вароша была жемчужиной Средиземноморья. Больше миллиона туристов в год, отели, рестораны, жизнь. Все изменилось, когда Турция вторглась на Кипр. Город был срочно эвакуирован за один день. С тех пор Вароша под контролем военных, вход воспрещен. Окна все еще забиты. Автомобили 70-х стоят на тех же местах, а пляжи зарастают тишиной. Вароша – город, исчезнувший за сутки и так и не вернувшийся. На острове Монсеррат, в самом сердце Карибского моря, стоит город-призрак Плимут. Когда-то это была столица, сердце острова, а теперь застывший в пепле кошмар. В 1995 году проснулся вулкан, он не утихал несколько лет. Последнее мощное извержение было в 1997 году, полностью поглотило город. Его засыпало толщей пепла до 12 метров. Тысячи людей были эвакуированы. Плимут официально перестал существовать, но его руины до сих пор стоят, будто замороженные во времени. Теперь это запретная зона, пепельный город, где нельзя жить и невозможно забыть. Плимут – столица, которую уничтожила сама природа. Припять – город будущего. Советская витрина прогресса, молодой, живой, амбициозный, до того самого дня. 26 апреля 1986 года на соседней Чернобыльской АЭС произошла катастрофа. Взрыв, радиация, паника. 50 тысяч человек покинули город за считанные часы. Им обещали на 3 дня, но вернуться было нельзя уже никогда. С тех пор Припять – город-призрак. Здесь все замерло. Классные доски с записями, телевизоры, фотоальбомы.
Как будто люди ушли только вчера. Припять — город, где прошлое не ушло. Оно просто молчит. Каждый из этих городов – это напоминание о хрупкости жизни, о силе времени, о катастрофах и переменах. Когда-то здесь звучали голоса, а теперь осталась только тишина. Но именно эта тишина – самая громкая вещь, которую можно услышать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.